Если заглушить автомобиль и достать ключ зажигания с замочной скважины, нажать рычаг включения дальнего света, то на 30 секунд загорится ближний свет. Функция называется «Проводи домой», работает на фарах с линзованной оптикой и ксеноновыми лампами. Нажимаем и удерживаем клавишу включения дальнего света, и через некоторое время у нас загорается ближний свет. Далее закрываем машину, и свет автоматически выключится через 30 секунд. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется. Если вы закрываете автомобиль в ночное время суток, и вам нужно, чтобы в машине загорелся свет, достаточно еще раз однократно нажать на кнопку закрытия на ключе, и свет включится в салоне. Также включится подсветка, которая находится в нижней части зеркала заднего вида. Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение драйв. Касательно скрытой функции панорамного люка и окон, при удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования. Если вы передвигаетесь на машине в дождь и у вас включены стеклоочистители в непрерывном режиме, то при остановке у вас будет автоматически включаться режим через один. После начала движения стеклоочистители автоматически перейдут в непрерывный режим. Если в передней или задней фаре перегорела лампа ходовых огней, автоматически включится лампа поворотников и будет светиться в пол накала до момента устранения неисправности и замены лампы на новую. Функция «Стояночные огни» используется в темное время суток, когда машина стоит на обочине трассы. Машина заглушена и габариты выключены. Включаем поворотник и смотрим. Светится габарит с той стороны, в которую включен поворотник. Как видите, габаритные огни включены только в одной фаре.
Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие, и не дает закрыть стекло. А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Я буду устанавливать проставки на заднюю ось. Толщина проставок 30 мм. Разболтовка 5 на 120. СО у нас 72,6. Перед началом установки нанесем медную смазку на посадочное место нашей проставки. Перед тем, как наносить смазку, закроем резьбу. Нежелательно, чтобы медная смазка попадала на резьбу, поскольку там будет скапливаться грязь со временем. И наносим медную смазку. Болты можем выкручивать. И устанавливаем нашу проставку. В комплекте у нас 5 крепежных болтов. Болты для фиксации проставки. Общий размер 5,5 см. Резьба 3,2 см. Болты у нас 17 мм. Фиксируем нашу проставку на ступицу. Зажимать проставку будем звездой. Перед тем, как зажимать проставку, машину нужно поставить на паркинг и перевести стояночный тормоз в верхнее положение. Проставку зажимаем усилием 100 ньютон на метр. И проходим второй раз 140 ньютон на метр.
И устанавливаем колесо. Сегодня мы рассмотрим, как снять центральную консоль BMW X5 E53 кузов и рассмотрим, как заменить шторку подстаканников в центральной консоли. Тайм-код с навигацией вы найдете под этим видео. Рекомендую подключить автомобиль к зарядной станции. Начнем разборку со снятия внутренней части перчаточного ящика в центральной консоли. Для этого нам понадобится пластиковый инструмент. Так выглядят пластиковые фиксаторы. Далее нам нужно открутить 4 самореза в верхней части, один и второй саморез, и в нижней части один саморез и второй саморез. И снимаем задние вентиляционные решетки. И два пластиковых фиксатора с тыльной стороны вентиляционных решеток. Один пластиковый фиксатор и второй пластиковый фиксатор. Ответные части для фиксации в центральной консоли. Одна и вторая. И отсоединяем разъемы. И два самореза в нижней части. Далее снимаем ручку селектора КПП, снимаем чехол селектора КПП и снимаем пластик. И отключаем разъемы. Один разъем, второй разъем и третий разъем. Так выглядят фиксаторы пластика. Переводим коробку передач в положение драйв. Далее снимаем блок кнопок аварийной сигнализации и снимаем разъем. И откручиваем саморез под блоком кнопок аварийной сигнализации. Поднимаем вверх ручник и снимаем чехол ручника. И откручиваем саморез. Снимаем боковую обшивку. Откручиваем боковой саморез. И снимаем разъем прикуривателя с левой стороны центральной консоли. И отсоединяем еще один разъем. Откручиваем саморез, который фиксирует правую обшивку центральной консоли. И отодвигаем пассажирское сиденье в крайнее положение. И снимаем обшивку. И отключаем клеммы на прикуривателе. С каждой стороны у нас по 3 клипсы для фиксации обшивки центральной консоли. И ответные части для фиксации. Одна, вторая и третья. И откручиваем саморез с правой стороны. И задвигаем сиденье в крайнее положение. И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли. И выводим обшивку. Всего 4 клипсы для фиксации. Одна, вторая, третья, четвертая. Откручиваем саморез в нижней части центральной консоли. И задвигаем вперед сиденье.
И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли с левой стороны. С этой стороны также 4 фиксатора, 4 клипсы. Раз, два, три, 4. И откручиваем саморез. И задвигаем сиденье в крайнее положение. Приподнимаем центральную консоль. Снимаем блок кнопок. Отстегиваем разъем. Еще один разъем, который нужно отсоединить. И снимаем центральную консоль. И снимаем сборку подстаканников. Снимаем проводку. Откручиваем два самореза. Откручиваем два самореза в передней части центральной консоли. И откручиваем еще два самореза в задней части центральной консоли. И снимаем декоративную накладку. И отключаем разъемы на прикуривателе. И откручиваем 6 крепежных саморезов, которые фиксируют блок подстаканников. И снимаем блок подстаканников в сборе. Расфиксируем фиксаторы. И устанавливаем новую шторку подстаканников. Закручиваем два самореза в задней части центральной консоли. Закручиваем саморезы в центральной части консоли. И закручиваем саморезы в передней части консоли. Подключаем разъемы прикуривателя. И приступим к установке центральной консоли. Заводим консоль в вертикальном положении. Подключаем разъемы. Не забываем вывести разъемы. Подсоединяем разъем с левой стороны центральной консоли. И заводим в посадочное место заднюю часть центральной консоли.
фиксируем переднюю часть центральной консоли. Закручиваем саморезы с правой стороны и с левой стороны центральной консоли. По необходимости регулируем зазоры и закручиваем центральный саморез. И подключаем кнопку. И фиксируем в посадочном месте. И проверяем. Подсоединяем разъемы центральной пластиковой панели. Фиксируем разъем. И устанавливаем пластиковую панель на место. И устанавливаем чехол селектора КПП на место. И устанавливаем ручку селектора КПП. Можно перевести в паркинг. И подвигаем сиденье вперед. И закручиваем задние боковые саморезы центральной консоли. И устанавливаем левую заднюю облицовочную панель центральной консоли. И фиксируем заднюю правую часть центральной консоли. И устанавливаем правую заднюю облицовочную панель центральной консоли. И устанавливаем задние вентиляционные решетки. Подключаем разъемы. Закручиваем саморезы. Устанавливаем резиновый упор воздуховода. И закручиваем крепежные саморезы нижней части нашей центральной консоли. И устанавливаем пластиковый корпус перчаточного ящика в центральной консоли. И отодвигаем сиденье назад. И устанавливаем переднюю левую облицовочную панель. И закручиваем саморез. И устанавливаем правую облицовочную панель центральной консоли. Подключаем разъем прикуривателя. И закручиваем саморез. И устанавливаем чехол стояночного тормоза. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Как заменить дверной замок BMW X5 E53 кузов самостоятельно. Замок приобретал на Али, запчасть можно найти по оригинальному номеру, который я оставлю в описании под этим видео. Для начала нам нужно снять обшивку двери, более подробное видео уже есть на канале, ссылку тоже оставлю в описании под этим видео. Там же вы найдете несколько видео о том, как заменить дверную ручку самостоятельно и отрегулировать трос дверной ручки в том случае, если ручка открывается в крайнем положении. После того, как сняли обшивку, не забываем снять трос ручки и отстегнуть лампу подсветки ручки. Центральная часть дверной карты фиксируется у нас одной скобой металлической и ответная часть на карте пластиковая вставка. Далее отстегиваем 3 разъема блока управления стеклоподъемниками, откладываем их в сторону.
Снимаем плафон подсветки в нижней части дверной карты. В том случае, если вы планируете отстегивать разъем Airbag, рекомендую отсоединить клемму минусовую от аккумулятора. Далее откручиваем дверной Airbag. Airbag фиксируется 3 болтами, оригинальные номера оставлю в описании под этим видео. Далее снимаем пластиковую заглушку двери и откручиваем болт, который фиксирует наружную часть дверной личинки замка, после чего снимаем личинку замка. Отдельное видео о снятии личинки замка есть на канале, ссылка будет в описании под этим видео и во всплывающем окне сверху. И откручиваем дверной замок, он у нас фиксируется 3 болтами. После того, как открутили крепежные болты замка, снимаем замок с посадочного места и отводим его в сторону. Далее отсоединяем разъем при помощи пластикового инструмента и выводим замок через нижнее отверстие в двери. Так выглядит вышедший из строя замок, износ механизма. Далее отщелкиваем фиксатор и снимаем трос замка. Устанавливаем трос на новый замок, заводим и защелкиваем фиксатор троса. Снимаем тягу замка, выводим с посадочного места и устанавливаем тягу на новый замок. Защелкиваем тягу замка в посадочном месте пластиковой втулки. Заводим замок через нижнее отверстие в двери. Устанавливаем тягу дверного замка через верхнее отверстие в двери. Устанавливаем разъем дверного замка и защелкиваем. Далее устанавливаем замок в посадочное место и закручиваем болты для фиксации замка. Устанавливаем личинку замка, закручиваем болты для фиксации дверной личинки замка при помощи шестигранника. Устанавливаем трос ручки и фиксируем его в посадочном месте на замке. Более подробное видео об установке ручки и троса ручки можно найти в описании и во всплывающем окне сверху. Устанавливаем Airbag, закручиваем 3 болта для фиксации. Далее устанавливаем клемму аккумулятора и проверяем работу нового замка. Устанавливаем боковые заглушки на место и устанавливаем карту дверей. Более подробное видео об установке карты дверей можно найти в описании под этим видео. И сбрасываем межсервисный интервал. Нажимаем на левую кнопку, удерживаем ее, поворачиваем ключ зажигания в первое положение. Дожидаемся надписи SIA. Далее нажимаем еще раз кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи Reset. Еще раз нажимаем на кнопку, удерживаем до момента мерцания надписи и подтверждаем. Видим надпись End и межсервисный интервал сброшен. Снимаем салонный фильтр. Для этого нам необходимо отвернуть защелки, вторая и центральная защелка. Открываем крышку пластиковую и достаем салонный фильтр. Вот загрязнение. Вот так выглядит наш старый салонный фильтр. Также есть грязь в корпусе салонного фильтра. Далее нам необходимо отсоединить уплотнительную планку. Снимаем верхний пластик. Далее нужно снять 2 пластиковые детали воздухопритока. Одна и вторая. Далее нам нужно открутить бачок с жидкостью для омывателя. Всего здесь 2 гайки. Одна здесь, вторая здесь. Для этого нам понадобится ключик на 10. И сдвигаем бачок.
таком положении бачка у нас есть доступ вот к этим гайкам. Сейчас мы будем их откручивать для того, чтобы снять корпус микрофильтра. Для этого нам понадобится ключ на 13. И откручиваем гайку со второй стороны. Наша гаечка. Теперь снимаем корпус микрофильтра. Далее нам нужно отсоединить вот эту пластиковую деталь. И отсоединяем защелку, снимаем трубку и гофру с проводкой. Откладываем в сторону. Далее откручиваем крепежные гайки ключиком на 10. И еще 3 винта на 10. 1. Этот болт необходимо откручивать при помощи рожкового ключа. Здесь очень мало места. Так, это второй. И последний болт в самом неудобном месте. Откручивать будем при помощи мелкой трещотки и головки на 10. И снимаем боковой пластик. Теперь у нас достаточно места и ничего не будет мешать при снятии нижней части корпуса фильтра. И откручиваем верхнюю пластиковую защиту двигателя. И снимаем защиту двигателя. И снимаем воздухозаборник. Нажимаем на защелку на трубопроводе. И снимаем воздухозаборник. Далее снимаем боковую часть корпуса воздушного фильтра. Раз, два, три. И снимаем пластик. Вот видно воздушный фильтр. Далее откручиваем вторую часть корпуса фильтра. И сзади два болта еще, один и второй. И еще один болт сбоку. Далее откручиваем маслозаливную крышку. И снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
И снимаем воздушный фильтр. Вот так выглядит наш старый фильтр. Довольно грязный. Прошел всего 10 тысяч. Установим назад крышку маслозаливной горловины, чтобы не попадала грязь. В нижней части корпуса воздушного фильтра достаточно много пыли и грязи. И очистим при помощи моющего средства. Слегка почистил. Кому интересно, на канале есть видео о полной очистке моторного отсека и двигателя этой машины. Ссылочку оставлю вот здесь, в всплывающем окне, и под видео в описании. И устанавливаем воздушный фильтр. Заводить фильтр необходимо в таком положении. Покажу на старом фильтре. Устанавливаться задняя часть должна вот в таком положении. Далее откручиваем крышку маслозаливной горловины и устанавливаем верхнюю крышку корпуса фильтра. Сразу закручиваем крышку заливной горловины и закручиваем болты. И устанавливаем боковую пластмассу корпуса фильтра. И закручиваем. И устанавливаем на место боковой пластик. Устанавливаем гофру с проводкой, защелку и трубку. И закручиваем наш пластик. Далее поджимаем верхнюю гайку. И закручиваем 3 болта. Зажимаем. И устанавливаем верхний пластик двигателя, защитную крышку. Далее устанавливаем воздухозаборник.
и прикручиваем. И устанавливаем бачок омывателя на место. Далее устанавливаем боковой пластик воздушного фильтра. И устанавливаем верхний пластик. Управляющий верхний. И защелкиваем точки. И устанавливаем уплотнительную планку на место. И устанавливаем наш салонный фильтр на место. Направление движения воздуха, стрелочка должна быть вверх. И закрываем крышку салонного фильтра. Как и обещал, подготовил видео о полировке и восстановлении Shadow Lines BMW. Приступим к устранению неисправности. Начнем с подготовки поверхности и полировки. Я очистил автомобиль при помощи универсального очистителя, удалил металлические вкрапления и черные точки от битума. Далее я оклеил малярной лентой кузов по периметру рабочей поверхности, части кузова, с которыми буду работать. Это у нас центральная часть, окантовка водительских и пассажирских окон. Перед началом полировки нужно обезжирить поверхность и убрать возможные остатки антибитума и очистителя. Я использовал антисиликон. Для полировки поверхности я буду применять конусную насадку для шуруповерта оранжевого цвета. Пасты от Chemical Guys, которые я использую для полировки Shadow Lines под номером 34 и 38. Начнем с пасты под номером 34. Наносим пасту на полировальную насадку и равномерно на минимальных оборотах распределяем на поверхность стоек. Далее увеличиваем обороты до 1500 и полируем левую часть стойки. Смотрим результат. После полировки первым номером пасты результат очевиден. Приступаем к второй части стойки и полируем левую и правую части оконных обрамлений. Далее удаляем остатки полировальной пасты при помощи микрофибры. После пасты под номером 34 наносим мелкозернистую пасту для удаления голограмм с поверхности под номером 38. Распределяем по поверхности на минимальных оборотах и начинаем полировку на более высоких оборотах. Поднимаем обороты шуруповерта до 1500. Повторно полируем левую и правую центральные части и приступаем к полировке левой части окантовки окон и правой части окантовки окон. При помощи микрофибры удаляем остатки пасты с поверхности. Смотрим результат. Так выглядели наши Shadow Lines до полировки, так выглядят обрамления окон после полировки. Поддеваем чехол пластиковым инструментом и отщелкиваем его. Выводим с посадочного места и поднимаем вверх. Для начала регулировки колодок ручника нам нужно ослабить регулировочные гайки внутри салона, которые находятся у нас под защитным кожухом ручника. Всего у нас две гайки с контргайками, которые отвечают за левую сторону и за правую сторону. Ослабляем контргайку. Для этого нам понадобится рожковый ключ на 10. Также нам понадобится рожковый ключ на 12. Удерживаем фиксирующую гайку и откручиваем контргайку против часовой стрелки. И далее откручиваем от руки. И отпускаем фиксирующую гайку. Проворачиваем тормозной диск, чтобы у нас одно из отверстий совпало с шестерней регулировочной, которая находится у нас в этом месте. Вот наша шестерня, находится она в этом месте.
И при помощи отвертки подводим шестерню для того, чтобы заблокировать диск тормозной. Подводим тормозные колодки. В эту сторону зажимаем тормозные колодки, в обратную сторону отжимаем. И проверяем наш тормозной диск. Колодки у нас подведены, диск зафиксирован. И теперь на 2 щелчка отпускаем. 1 и 2 щелчок. Проверяем, диск у нас теперь свободно крутится. Ручник у нас поднят на 5 щелчков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее поджимаем фиксирующую гайку. И фиксируем контргайку. Поджимаем. Ручник полностью опущен. Ручник зажат на 3 щелчка. И ручник зажат на 5 щелчков. Тормозные диски полностью зафиксированы. Система поддержания заданной скорости круиз-контроль. Система способна запоминать и поддерживать определенную скорость автомобиля на уровне не ниже 30 км в час. Система включается только при работающем двигателе. Включение системы. Для активации системы необходимо повернуть ключ зажигания в положение 2 и следующее положение. Нажмите клавишу на рулевом колесе. На комбинации приборов загорится контрольная лампа. Теперь системой можно пользоваться. Выключение системы. Необходимо нажать на клавишу и удерживать ее, пока не погаснет контрольная лампа на приборной панели. Система поддержания заданной скорости также выключается при повороте ключа зажигания в положение 0. Значение скорости в памяти стирается. Ввод и поддержание текущей скорости, ускорение. Нажмите и отпустите клавишу с обозначением плюс. Система запомнит и будет поддерживать текущую скорость. С каждым последующим нажатием клавиши скорость увеличивается на 1 км в час. Удерживайте клавишу с обозначением плюс нажатой. Автомобиль разгоняется без нажатия на педаль газа. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Для замедления необходимо нажать и отпустить клавишу с обозначением минус. С каждым нажатием скорость уменьшается примерно на 1 км в час. При удержании клавиши в положении минус, при условии, если в данный момент скорость регулируется системой, произойдет автоматический сброс газа и произойдет замедление движения. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Перерыв в работе системы. При выключении системы круиз-контроля нажмите эту клавишу. Контрольная лампа продолжает гореть. Когда появится необходимость, вы сможете снова восстановить и поддерживать хранящуюся в памяти скорость. Кроме того, работа системы автоматически прерывается при торможении, при переводе рычага селектора КПП из положения Drive в положение нейтраль, если долго завышать или занижать заданную скорость, например, при воздействии на педаль акселератора. Что необходимо сделать для восстановления записанной в память скорости? Необходимо нажать на клавишу, система доведет скорость до заданного значения и будет ее поддерживать. Достаточно часто люди пишут в комментариях по поводу того, какие покрытия стоит наносить после мойки автомобиля. Многие пишут про керамику, еще больше пишут про твердый воск. Керамическое покрытие достаточно сложное в плане подготовки поверхности перед нанесением. Для самостоятельного нанесения должны быть условия и правильная подготовка помещения. Поверхность автомобиля должна быть идеально очищена, обработана и отполирована, близка к состоянию нового автомобиля. Перед нанесением твердого воска поверхность должна быть хорошо очищена, удалены остатки насекомых и битума с лакокрасочного покрытия автомобиля. Иногда я применяю автошампунь с воском Карнауба. Если мойка автошампунем без воска, наношу на кузов автомобиля твердый воск. Либо применяю жидкий полироль с содержанием воска Карнауба из серии цветных полиролей для насыщенности цвета и придания блеска кузову. Перед нанесением удаляю следы насекомых и остатки битума. Далее защищаю пластик и наношу полироль при помощи аппликатора на поверхность автомобиля. Ожидаю порядка 5-10 минут и располировываю микрофиброй. Наносить полироль нужно в тени без попадания прямых солнечных лучей на кузов и желательно не в жаркую погоду. В конце этого видео покажу несколько фотографий после мойки и нанесения полироля на автомобиль. Такого нанесения хватает на 1-2 месяца. Твердый воск на 3-6 месяцев. Через полгода нужно повторить нанесение воска. О ремонте ручки. Первым делом нам нужно снять карту дверей. Снимаем верхнюю пластиковую накладку.
Всего 4 фиксатора. 1, 2, 3, 4. При помощи насадки Torx T20 нам нужно открутить 4 болта, которые крепят карту. 1, 2, 3 под пластиковой крышкой и 4 внизу карты. Первый болт. Откручиваем второй болт. Находится он у нас слева от ручки дверной. И достаем аккуратно. Следующий болт у нас находится под пластиковой крышкой. Снимаем крышку. И откручиваем последний болт. И снимаем блок управления стеклоподъемниками. Далее нам нужно отщелкнуть 3 разъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы отщелкнуть этот разъем, нужно нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. Так же самое этот разъем необходимо нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. И наш разъем выходит. И снимаем этот разъем. Блок стеклоподъемника можно отложить в сторону. При помощи пластикового инструмента снимаем карту дверей. В верхней части карты у нас 5 металлических защелок. Далее нам нужно отсоединить пластиковый фиксатор тросика ручки. И утопить вовнутрь. Далее нам нужно снять нижний фонарь в карте двери. Поддеваем его при помощи пластикового предмета и отсоединяем разъем. Поднимаем карту вверх, выводим ее с защелки. Тросик наш отсоединен. Вот фиксатор троса внутрисалонной ручки. Не забываем отсоединить разъем подсветки ручки. Так выглядит разъем подсветки ручки. Можно снимать карту. По центру дверной карты есть еще один фиксатор. Ответная его часть на дверной карте. Снимается он вниз. Далее нам понадобится снять аэрбэг. Перед тем, как это делать, я рекомендую отсоединить клемму аккумулятора. Нам нужно открыть нижнюю ляду. Поднимаем ее вверх. Далее нам понадобится крючок для фиксации. Так он выглядит. И фиксируем крышку при помощи крючка. Далее откручиваем фиксатор нашего запасного колеса. Снимаем металлическую шайбу и снимаем уплотнительное кольцо. Далее нам понадобится пластиковое приспособление, которое у нас есть в комплекте, для удаления запасного колеса с посадочного места. И устанавливаем пластиковое приспособление в посадочное место в наш замок на верхней части нашей ляды. Также нам понадобится еще одно пластиковое приспособление. Так оно выглядит.
При помощи этого пластикового приспособления фиксируем нашу крышку багажника, для того, чтобы крышка не закрылась. И снимаем наше запасное колесо. Далее нам нужно открутить металлическую конструкцию, которая находится под запасным колесом. Всего два болта, один, второй, и две гайки, одна, вторая. Нам понадобится ключ на 13 и откручиваем болт ключом на 13. Один болт. Второй болт. И откручиваем гайки. Одна гайка. И вторая гайка. И снимаем металлическую конструкцию. Аккуратно выводим ее и откладываем. Так выглядит металлическая конструкция в сборе. Далее откручиваем минусовую клемму при помощи ключика на 10. Снимаем клемму и откладываем ее в сторону. И откручиваем аэрбэк при помощи 10-й головки. И снимаем шумоизоляцию. Далее нужно отсоединить трос ручки. И отсоединяем фиксатор тросика ручки. Снимаем пластиковую заглушку в боковой части двери. Центральная ее часть и наружная часть. Далее нам понадобится шестигранный ключ. При помощи шестигранного ключа откручиваем болт, который фиксирует нашу ручку. Далее нам понадобится ключик на 8 и откручиваем вот эту гайку. До конца ее откручивать нет надобности. Можно остановиться в таком положении. Далее нам понадобится отвертка плоская. Нам необходимо поддеть в этой части силюмина. Подфиксировать. И выводить вниз пластиковую ручку. Далее нам необходимо провернуть по часовой стрелке ручку и достать с посадочного места. Можно отпускать. Так выглядит посадочная часть ручки. Здесь всего два вот таких паза. Один с одной стороны, второй с другой. Далее нужно снять уплотнители. Под этим уплотнителем у нас еще один крепежный болт. Второй уплотнитель также можно снять. Далее откручиваем крепежный болт, который у нас остался.
устанавливаем ручку с обратной стороны. До конца его можно не выкручивать. Необходимо нажать на ручку и вывести. И снимаем ручку. Неисправность в этих ручках зачастую вот в этом месте. Далее приступим к ремонту дверной ручки. Нам понадобится сделать отверстие вот в этом месте. Также нам понадобится проволока порядка 8 сантиметров и сверло 3 миллиметра. Далее делаем отверстие. Далее устанавливаем шестерню в среднее положение и заводим в посадочное место направляющую. Далее изгибаем проволоку. И заводим ее через отверстие. И закручиваем проволоку. Устанавливаем пружину на место. Проверяем. По необходимости добавляем смазку. Теперь приступим к снятию тросика. Для этого нам нужно поддеть вот эту защелку, фиксатор. Так, и выводим трос с посадочного места. Готово. Так выглядит наш трос. На тросе ручки есть место для фиксации. Диаметр его 8 миллиметров. Рядом есть еще одно такое место другого диаметра. Сейчас мы замеряем диаметр. Оно у нас диаметром в 1 сантиметр. Нам необходимо его уменьшить до 8 миллиметров. Для этого нам понадобится тонкий надфиль. И при помощи тонкого надфиля уменьшаем диаметр. Итак, после 10 минут усердных работ надфилем мы имеем два абсолютно одинаковых посадочных места. Родное посадочное место 8 мм и второе посадочное место, которое мы только что уменьшили, до 8 мм. Сейчас мы рассмотрим один из вариантов устранения неисправности. Нам необходимо поддеть пластиковую крышку и отщелкнуть. Здесь у нас есть возможность регулировки. Нам необходимо утопить вот эту вот пластиковую штуку глубже. Тем самым мы сократим размер тросика. Его можно достать полностью
и переустановить глубже. Нажимаем и защелкиваем. Далее устанавливаем пластиковую крышку на место. Готово. Далее устанавливаем наш трос на место. Направляем. И защелкиваем фиксатор в силюминовой ручке. Готово. Можно устанавливать. Далее устанавливаем нашу восстановленную ручку на место. Заводим ее в таком положении. И поднимаем вверх. Вот наш крепежный болт. И направляющая вот с этой стороны. Фиксируем ручку при помощи болта. Готово. Далее устанавливаем уплотнительные резинки на место. Одна и вторая резинка. Приступаем к установке ручки. Для этого нам необходимо зацепить силюмин, пододвинуть к себе. И в таком положении необходимо заводить ручку в посадочное место. И проворачиваем против часовой стрелки. Готово. Ручка на месте. И зажимаем нашу ручку при помощи ключика на 8. Чувствительно поджимаем. Достаточно. Далее устанавливаем фиксатор тросика во второе положение, которое мы дорабатывали, и защелкиваем его. И фиксируем трос ручки. Перед сборкой проверяем. Отлично. И устанавливаем личинку замка на место. При помощи шестигранника закручиваем. Поджимаем. Достаточно. Сразу можно установить на место заглушку. Наружная часть заглушки и внутренняя. Далее устанавливаем шумоизоляцию на место и устанавливаем на место подушку безопасности. И зажимаем. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки. Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки.
Далее защелкиваем боковые клипсы. Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй. Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. И устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем и заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Устанавливаем минусовую клемму на место. Подключаем. И зажимаем ее при помощи ключика на 10. И устанавливаем нашу металлическую деталь на место. Заводим ее в посадочное место. Попадаем в направляющие. И совмещаем резьбу. Закручиваем наши болты. Один болт. Зажимаем болт ключом на 13. Поджимаем. И закручиваем второй болт. Зажимаем его ключом на 13. Устанавливаем наши гайки на место. Закручиваем. Вторая гайка. И зажимаем их ключом на 13. Одна. И вторая. И устанавливаем запасное колесо на место. Далее нам нужно снять пластиковый упор. Можем его установить на место. Закрываем багажник. Снимаем пластиковое приспособление. Одной рукой его удерживаем и направляем запасное колесо. Пластиковое приспособление можно установить на место. Далее устанавливаем резиновый уплотнитель на место и устанавливаем металлическую шайбу, которая центрует наше запасное колесо. И закручиваем вентиль. Поджимаем его. Проверяем. Достаточно. Снимаем наш пластиковый крючок. Фиксируем его в посадочном месте. Защелкиваем. И закрываем нашу крышку. Защелкиваем ее. Отлично. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.